Здорово, отец. Хочешь узнать тайные секреты игры Top War? Их есть у меня. Можешь поставить скорость видоса на 1,5 или 2 икса. Ну чё, погнали на! Всем привет, ребята! Решил записать вам, как я начинаю обнуление. То есть начался вот сейчас 19:16, на 16 минут я уже немножко опоздал, ну да ладно. Сейчас началось новое событие, как вы видите, много разных иконок у нас подсвечено, что нужно что-то собрать. Смотрите, что я делаю. Первое, самое важное, самое главное, это части, компоненты усилений. Соответственно, что мы делаем? Мы заходим в экспедицию, проверяем героев. Отлично, боевой индекс у нас здесь самый максимальный. Неважно, возможно у вас нету 100, там 85, 75 раньше было. Это не имеет значения, важно выбрать первых 3 героя. Все, выбрали, отлично. Собрали награду, нажали вот на этот кораблик. Почему важно на него нажимать? Как видите, оп-оп-оп, сыпется туда всякие монетки и так далее. Соответственно, вы на него нажимаете, собираете. Это нужно делать раз в 5, в 6 часов, раз в 4 часа. То есть не часто, но и не надо забывать, потому что были случаи, когда ребята забывали. Итак, быстрая битва. Мы выбираем бесплатную быструю битву, нажимаем. Отлично, погнали. Зачем мы начинаем с экспедиции? Сейчас вы увидите, то есть мы потом зайдем в помощь. Для чего нам экспедиция? Чтобы получить вот камни, минералы, вот этот фрагменты руды и так далее. Далее, если у вас кристаллов достаточно, то еще раз нажимаем быструю битву за 50 алмазов, за 50 кристаллов. И это нужно сделать, потому что, как вы думаете, почему? Чтобы больше собрать камней, чтобы больше собрать руды, алмазов и так далее. Также в магазине экспедиции можно потом будет что-то купить. Про магазин экспедиции я отдельный ролик еще сделаю, что там надо покупать и так далее. Если вкратце, для тех, кто уже в теме, вот видите, да, агат, адуляр, обсидиан. Отлично, мы их получили. Чем больше, тем лучше. Периодически, нажимая на вот этот вот корабль, мы будем еще дополнительно получать эти камни в магазине, как мы видим. Что здесь нужно покупать? Что мы покупаем? На что обращаем внимание? Смотрите, красный билет 2000. Красный билет у нас стоит 150 алмазов. От него мы будем, условно говоря, это наша точка отсчета. 3000 за фиолетовый фрагмент. Это полный, это просто бредятина, потому что фиолетовый фрагмент у нас в гильдии охотников, в сокровищнице. Заходим в сокровищницу, там иногда надо можем найти фиолетовый фрагмент вообще на скидке за 30. В общем, сделали. Первое, да, с чего я начинаю свой день? Экспедиция. Зашли в экспедицию, все, отлично. Дальше, что мы делаем? Заходим в производственный центр, смотрим, каких нам не хватает. Ну, то есть вот вы смотрите на эти камушки и смотрите, надо, чтобы были все поровну. Что мы в производственном центре выбираем? Быстрая стрельба, скорость атаки. Это самый важный компонент. Заостряю ваше внимание, вот это самый важный компонент из всех компонентов усилений. На него в производственном центре только его выбираем, всегда качаем только его исключительно. Так, выбираем массовое производство, произвели, отлично. Дальше что мы делаем? Мы заходим в помощь Альянса и запрашиваем помощь. Вот чего нам не хватает, мы смотрим. Вот этого не хватает, вот эти будем запрашивать, потом вот эти будем добивать до 4 или до 5, да? До 4 или до 5. Отлично. Запрашиваем помощь. Все. И сюда первые 10, как вы видите, у вас 10 попыток. В первые 20 минут, в первые полчаса вам нужно вот эти все камни собрать. Их будут вам давать, поэтому не переживайте. Что делаем дальше? Смотрите. Выходим в мир. Как вы видите, я поставил заранее на ресурсы. У меня тут что-то миллион насобирали и так далее. Что мы делаем? Мы заходим в премиальные задания. Объясняю по поводу премиальных заданий. Важно повышать ранг. Но также важно, вот смотрите, повышение ранга нажали. Что нам нужно сделать? Выполнить 60 заданий эпические.
Смотрим, эпический. Какого цвета? Золотой. Отлично. А здесь у нас какой-то фиолетовый. Соответственно, они нам нафиг не нужны. Соответственно, попросить одно золото, да, мы можем оставить, потому что оно выполняется легко и быстро. Но вот еда, особенно казармы, верфи, меняем нафиг. Смотрите, у нас легендарное задание, да, вот это. За него самая большая награда. 300 военных банкнот. Ее можем оставлять, но у нас задача сделать либо все красные, либо все желтые, либо красно-желтые, но фиолетовые, ну, как бы нахер нам не нужны. Особенно, если они тяжелые какие-то. Купите одну энергию. Мы вот это тоже меняем. Меняем. Я за кристаллы даже меняю, нахрен они нужны. Так, потратьте. Ладно, пока сейчас кристаллы мы тратить не будем, будем выполнять то, что есть. Дальше, если что, добьем. Смотрите, для чего мы это делаем? Мы пока что сейчас, победить 5 войск Темного Легиона у нас есть, попросить золото. Смотрите, как можно выполнить вот это задание легко. Вот это задание, как выполняется. Мы заходим, помощь Альянса, уже нам кто-то дал камушек. Так, смотрите, просто запросили, отменили, все. Задание у нас выполнено. Опять еда, да что ж такое? Ну, так, дальше. Опять заходим в помощь Альянса. Следующий камень. Что делаем дальше? Заходим в Генштаб. Все, что у нас тут подсвечивает, мы все выбираем. Купите одну энергию. Окей. Смотрите, по поводу энергии. То есть вот здесь она докупается, можно менять банки и так далее. Но что важно? Важно покупать энергию за 50 кристаллов и за 200. За 200 можно не покупать, если у вас нехватка кристаллов. Но я чаще всего покупаю. Выполнили задание. Так, отлично. Дальше. Смотрите, что еще я быстро делаю. Я всех снимаю с ресурсов, и все 3 похода, так как у меня карта месячная, вместо 2 походов у меня 3. Все 3 похода нужно включить автовступление. Это меню, заходим в меню Альянса, война, автовступление. И нужно, вот сейчас чуваки будут ходить на вархаммеров, нужно вот здесь, сейчас покажу. Вот здесь будет высвечиваться окошки, нужно ловить этих пацанов и вместе с ними ходить на вархаммеров. Купите энергию опять, что ли, вы хотите купить? Ну ладно, будем покупать и так далее. В общем, смотрите, важно все... Так, собрали ресурсы. Чтобы у вас задания премиальные, задания в гильдии охотников, они совпадали. Да, то есть, если даже здесь есть какие-то в сильнейшем командире, вот сейчас началось событие, нужно ходить на Темный Легион. То есть, важно, чем больше у вас совпадений по заданиям, тем быстрее вы получаете все очки. Опачки, у нас магазин фортуны начался. Так, купить предметы за алмазы. Окей, так, что у нас? Проверяем помощь. Иногда даже в помощи нужно посидеть. То есть чуваки иногда некоторые заходят и начинают просто раздавать всем камни. Нам важны камни, потому что это самый важный элемент вообще в этой игре по компонентам усиления. Компоненты усиления у нас вот в этом здании. Арсенал. Первая вкладка. Компоненты усиления. Быстрая стрельба. Что это такое? Далее я расскажу, но чем выше она, особенно чем выше она по сравнению с теми, с кем вы сражаетесь, это просто, ну... имба, просто. Вы начинаете всех реально дрючить. Все, что можно вот здесь делать. Оп. Так, золото мы раздаем. Но я вам просто сразу говорю, камни никогда никому не раздавайте, если вы хотите реально вырасти. То есть вам нужно камни собирать. Так, магазин. Я тут же все делаю, сразу получаю кристаллы. Я не смотрю рекламу, я просто захожу в банк, магазин предметов, выбираю самый дорогой предмет, да, на что у меня кристаллов не хватает. Важно, да, на что кристаллов не хватает, то мы нажимаем покупать.
и забирать прямо сейчас. Далее, обратите внимание, быстрый сбор. В зависимости от рудников, да, у нас каждый день может быть быстрый сбор. В зависимости от рудников, какого они у вас уровня. У меня сейчас 73 уровень, рудники, соответственно, тоже 73, это максимальный. Как мы видим, пока что информационный командный центр я прокачать не смогу, поэтому, чтобы не забыть, я получаю золото. Пусть собирает, потому что бывает такое, что чуваки просто забывают, просто ими не пользуются. Помимо автокомбайна, да, быстрый сбор денег, мы также нажимаем вот на этот плюсик, где у нас бабулесики наши. И вот вы видите, здесь есть VIP. 3 раза можно получить тоже 27,7 ДД. Ну, это зависит от уровня, то есть можно бесплатно получить бабки. Если у вас, например, не хватает денег, но хватает кристаллов, вот здесь тоже можно получить деньги за кристаллы, потратить 50 кристаллов. То есть там недорого, но это если у вас прям острая нехватка денег. Вот. Но самое важное, это вот эти вот ящики золотые с бабками, которые... Уровень денег, выдаваемых за которые, зависит от уровня вашего золотого рудника. Да, 10 золотых рудников. Чем выше уровень золотого рудника, тем больше будет давать бабки за эти красные ящики. Поэтому, повторяю, это вот прям must-have на всех начальных уровнях. До 50-го вот эти ящики ни за что, ни в коем случае не тратьте. Вот эти карты, средние карты золота, пожалуйста, они вообще там, ну, мизер приносят, поэтому от них толка мало, их можете использовать, но ящики старайтесь копить, они вам после 50 уровня ой как сильно понадобятся. По рюкзаку и так далее, по всем этим штучкам я далее потом расскажу, это так. Пока обзорное видео, не совсем коротенькое, конечно, получилось. Ха-ха, ну, вот как есть. Я, опять же, записываю его для того, чтобы вы понимали, сколько времени может уходить и сколько времени уходит, если быстренько стараться все делать, все задания выполнять. То есть в среднем можно играть, вот я на начальном этапе раньше играл и там 24/7, извините меня. Вот, а сейчас у меня уходит, ну, 2 часа, там, 3 часа в день. Вот, практически сейчас уже все выполнено. Ну, я просто пока-то отвлекаюсь, тут на камеру говорю. Вот, но в целом у меня до 2 часов должно уходить на выполнение всех вот этих заданий. В пространственную шахту я сразу не лезу. Почему? Потому что есть чуваки, которые у нас находятся в топе. Давайте я даже покажу в пространственной шахте. Ну, я часто, конечно, нападаю на людей, выбиваю. Но бывает также, что просто, как вы видите, 82-й левел приходит и просто дает люлей. Просто приходит и унижает. Вот, поэтому надо иногда с этим временем подгадать. Смотрите, юнит ВВС, я могу сейчас его прокачать, но не стоит этого делать, особенно вообще ВВС, в принципе, нет смысла качать. Ну да ладно, речь не об том. Мы прокачиваем, сейчас у нас событие, оп, барин, заходим к нему, стяг. Смотрите, он, я сейчас покажу. 56 уровня у него войска. Нам не особо выгодно сюда заходить, но, как вы видите, у нас здесь 50 стягов можно сделать. В идеале заходить только к тем ребятам, которые выше вас по уровню. Заходим в меню Альянса, эти участники рейтинг. Как вы видите, я сейчас пока что на 2-м месте, ну, у меня там плавает 1-е, 2-е, 3-е место. Мне выгоднее всего заходить к Зоргу, к Уинкей, Допамин, Жнец, Китайоза у нас тут 69-й, Доктор, то есть к топ там, ну, к топ-15. Вот к этим ребятам, к топ-16 мне в стяг выгоднее всего заходить, потому что будет, если мы зайдем в почту, вражеские войска, сейчас они еще не пришли. Ну, в общем, больше всего будет вот этих вот ящиков с них. Так, события.
тоже что-то пришло. Вы, кстати, можете либо нажать кнопку «Получить», и тогда получите все, либо просто здесь читать все, и также у вас получите все свои награды. Так, заходим, надо зайти опять в помощь Альянса. Так, ай-яй-яй, что-то нам не дают. Ну ладно, давайте поменяем, возьмем, например, пусть желтенький камень, мало ли он у кого-то есть. Так, заходим в Генштаб, бесплатные все попытки, мы все сразу делаем. То есть, ну, как бы принцип какой игры? Максимально быстро все сделать, чтобы не сидеть целый день. Это у меня скин, это я тут свои вопросики решаю. У меня скин на +1 синтез к армии. Да, смотрите, флот, все у вас все должно обучаться, юниты и так далее. То есть у вас не должно быть свободных. Вот сейчас у меня, смотрите, походы, да, у меня ни одного похода, потому что сейчас чуваки, у них нету... Оп, стяг появился. Ладно, заходим. Не стоит это, конечно, он такой слабенький, но все равно. То есть все походы должны всегда быть задействованы. Основная вот фишка этой игры, то есть они либо должны на ресурсах сидеть, либо в походе. Ну, конечно, лучше их... Так, это я покупал на 5000 недельную карту алмазов за 5 баксов. Кто не донатит, ну, как бы у вас такого нету, но это... Конечно, если вы зарабатываете, это не те деньги, ну да ладно. Так, дисконтный магазин Фортуна. Ладно, тоже расскажу. Здесь лучше ждать скидку 50-60, бывает 70%. Если что, смотрите, вот видите, да, скидка, какие бывают скидки. У вас здесь есть информационная кнопка. То есть по всем событиям читайте, не стесняйтесь. Так, заходим опять в помощь. Так, отлично, нам дали алмаз, точнее камушек. Следующий камень выбираем. Нам нужно, чтобы они ровно шли. Потому что мы потом, как вы помните, будем их менять. Так, что у нас по заданиям? Потреблять 10% энергии. Так, отлично. Пока никого нету, мы идем, например, на темных. Потому что у нас сейчас событие... Вот, основное событие. Сильнейший командир. Очки за уничтожение темного легиона. Соответственно, мы нажимаем поиск, выбираем максимальный темный легион. Почему я выбираю... не СВ, а ВВС, потому что сейчас у меня вот эти здания, казармы, да, вот внизу видите, они не прокачаны, их нужно докачать. А так как сейчас у нас события именно на Темный легион, мы на них и пойдем. Атаковать 5 раз. У меня уже отряд сделан на Диана и Роба. У них там закинуты быстрые... сейчас я покажу. Ускоренный поход. Навыки у них закинуты максимальные. У Дианы вообще, в принципе, ее по-любому надо за $1. Ну, ребята, лучше купите. То есть она вам охеренно будет экономить энергию. Боб, он просто у него... Так, стопэ. У него просто быстрый поход идет. То есть он, ну, как бы он быстрее будет бегать за этим темным легионом. То есть просто экономия времени. Так, первый, да, полчаса, помните, мы заходим в помощь Альянса и в стяги. Ко всем в стяги просто заходим. Если у вас самые быстрые пальцы на Диком Западе, это вам тоже в плюс. Пока я даже в чат пока не захожу. У нас тут пацаны, ну, конечно, тоже всяких приколов хватает. Вот, но пока не до чата. Так, это мы тоже пока не качаем. Кстати, не забывайте, смотрите. Меню Альянса, подарок Альянса. Если вы заметили, то в 11 часов по Москве идет сброс. Да? То есть сейчас 19:33, через 3,5 часа у нас будет сброс. Все обычные подарки просто улетучатся, поэтому не надо про них забывать. Так, отлично, следующий камушек. Но важно тоже не пропускать стяги. То есть это самое главное. У кого VIP? У кого VIP? Вот вы видите, да? Сейчас я вам подрисую. Вот здесь вот эта кнопка, она включается в настройках. Некоторые ребята брали, короче, выключали ее. Это аватар, настройки. Что тут у нас? Ба-ба-бам, настройки. Отображение VIP.
Отобразить статус VIP. Если вот чуваки отключали отображать статус VIP, у них этой кнопки не было, и там хоть и минимальные, сейчас я зайду. Так, стоп, оп, оп. Кто у нас тут? Ладно, зайдем к нему. Здесь нажимаем сюда, подтвердить, не открыть, потому что у вас откроются вот эти золотые ящики, а подтвердить, чтобы эти ящики пошли в рюкзак. Часто, ну, прокалывался, нажимал открывать, фишка вот этих ящиков, почитайте описание, да. Количество полученного золота связано с добычей золота в рудниках, то есть у вас рудники должны быть максимального левела. Сейчас 73 у меня рудники, 73 левел. Так, дальше. Это открываем, заходим опять сюда. Что у нас? Так, зашел. Так, помощь. Пока помощь. Вот смотрите, какая фишка. Сейчас все просят 1 желтый, 4 розовых камня, 2 синих. Давайте мы попросим лучше тоже 1 желтый, потому что чем... Оп, кто-то раздает, видимо. Чем меньше... Оп, пушистик раздает, странно. Она не должна была давать. Я ее учил, она все равно решила пораздавать камни, видимо. Так, дальше. Опять генштаб. Обычный найм. Обычный найм нет смысла никакого вообще копить. Я видел у ребят. Вот здесь имелось там 1300 билетов. Вообще бессмысленно, потому что событий как таковых на этот обычный найм нет. А вот сюда, на высший найм, я вам сразу говорю, 50 билетов у вас должно быть накоплено. Было событие на найм, нужно было вот именно высшего найма красных билетов потратить 50 штук. Элитный найм тоже, видите, да, 56 штук. Скоро будет событие с пузырьками, кто в курсе, понимает, там нужно было потратить тоже там в течение 3 или 4 дней, возможно, недели, потратить надо было 50 штук. Именно этих зеленых билетов, элитного найма. Соответственно, да, руки чешутся открыть, да, представьте, мы сейчас все 56 открываем, но их нужно копить, ребята. Нужно всегда открывать только под задание, чтобы получать дополнительные награды. Это самое главное. Так, золотой рудник нам не нужен. Купите энергию 2 раза. Поздно. Ладно, еще подумаем. Вот 1 раз уже просрали, видите, да? Так, быстро заходим. Помощь. Оп, оп. Сейчас кто-то раздает. Соответственно, мы быстренько должны под этот весь шухер-мухер получить все. Вот еще у нас 3 запроса, включая этот, осталось. То есть нам нужно все эти камни по максимуму просто. Все камни собрать. Именно скорость. Вот. Быстрая стрельба, скорость атаки, это самое важное. Только ее производим, ребята. Обращаю ваше внимание на это. Это самый главный здесь компонент усиления. Вы просто благодаря ему можете, ну, на 2-3 левела чуваков просто, ну, унижать. Так, ну, вроде... Кто у нас тут? Не работает. Все должно работать. Забито по максимуму. Все верфи, все казармы. Вот, обращаю ваше внимание, видите, у меня сейчас где-то здесь, ну, около 100 этих казарм. Нужно их так много. Почему? Чем больше казарм, тем больше чуваков одновременно производится. Они одновременно обучаются. Так, вот, одного пропустил, ну да ладно. Так, берем вот этот. Так, все, по камням практически все выполнили. Иногда я сюда захожу так чисто, чтобы быстро все пособирать. Так, дальше. Что у нас там, кто? ВВС. 79-х нету. Смотрим ВМФ. Далеко. Ну, мы смотрим, да. Почему я говорю далеко? Смотрим сюда на карту.
Смотрим сюда на расстояние, да, 109. Ну, то есть, как бы немножко далековато. Ну, ничего страшного, все равно. Опять Дианы. Заходим. Проверяем. Вот война, вот эта кнопка, да. Так, в помощи. Никто не дал пока. Ну, да ладно. Смотрите, еще какая фишка. Комбинация героя. Мы заходим. Вот что мне нужно здесь выполнить? Вот это задание достичь 100 уровня всех героев. Нимец, Саймон у меня уже 100 уровня. Соответственно, что я делаю? Все книги, которые у меня есть, я сейчас трачу на Ханмера. Все книги. То есть мне нужен Ханмер 100 уровня, чтобы в комбинации героя получить вот эти бафы. Последний баф достичь 10% ОЗ всем юнитам. Соответственно, это тоже некоторый нюанс тут по этим, но я потом по комбинациям расскажу. Сделаю отдельное видео. Какие там фишки и так далее, что надо делать. Так, заходим в профиль, инфо об армии. Иногда проще всего, да, заходить вот аватар, нажимаете аватар, кнопка инфо здесь, вкладка об армии. Мы смотрим. У меня сейчас все должны быть 74 уровня. Вот. И я смотрю, у меня 71 уровня есть корабли. Соответственно, вот он, 1.71. Я долгим нажатием его нажимаю. Так, окей. Его здесь, если нету, значит вот он где. Выпустить. Один выпускаем. И синтезируем. То есть у вас не должно быть пустого места, не должны занимать там какие-то левые корабли. Я видел, давайте зайдем в отчеты, сохраненные в коллекцию, кого я там бил пару раз. Вот, Лилия. Сейчас покажем. Вот она. Просто смотрите. Что за бред? У нее 45-й, 42-й. То есть прикиньте, сколько она места, сколько у нее занимает. Ну, то есть просто деваха, реально, эту технику всю 4-го уровня надо удалять. Это просто вот, как есть, как есть. Так, отлично. Все, по камням все выполнили. Все, теперь сюда можем не заходить в меню Альянса по факту. Только мы заходим в стяги. Сколько у нас тягов осталось? 6 выполнили из 50. Нам нужно еще 44 выполнить. Так, энергия. Есть, опять 5 энергии надо. Потом потратим. Это не горит. Можно 5 энергии, кстати, когда ровно, то просто на беженцев. Давайте сделаем это сейчас. Заходим в рюкзак. Сигнал бедствия. Вот он. Письмо СОС. Стягивание тут же делаем любым, неважно кем, все равно 5 энергии будет тратиться. Важно ничего не натыркать просто так. Важно разобраться и делать все то, что нужно. Так, помощь. Иногда мы можем зайти в помощь, чтобы получить 100 очков. Кто-то, если просит золото, пожалуйста. Всем даем технологии Альянса. Технологии тоже вкачиваем. У нас золота достаточно, поэтому это вообще не проблема. Когда вы качаете технологии Альянса, вы, соответственно, не только себе делаете лучше, но и другим ребятам. Плюс для себя конкретно вы зарабатываете очки. Вклад в территории, то же самое сделали. Отлично. В магазине Альянса что нужно покупать? Я сразу говорю, это перенос города за 1500. Все остальное вообще нет смысла. Щиты лучше покупать на скидке в сокровищнице. Вот эти штучки, там, Blind Design и так далее, это тоже слишком дорого. 90 тут этих штучек, как бы вообще нет смысла. Особенно на 73 уровне. Вы смотрите по своему уровню, если вам чего-то не хватает, вы можете докупать в магазине Альянса. Но я обычно это не делаю. Так, купить энергию один раз, потом купим. То есть самое важное, с чего я начинаю, это вот быстренько сделать вторжение Вархаммера, получить все награды. Далее, что мы делаем? Давайте я вам объясню сразу по поводу частей. Арсенал, здесь 4 вкладки.
какая активная вкладка? Сейчас первая. На ней вот эти части, которые установлены, они будут работать. У меня первая вкладка, это, вот вы можете посмотреть, это то, когда я сражаюсь с другими командирами. Вот этими частями я пользуюсь. Вторая вкладка, это у меня части, компоненты усиления для ударов на босса. На любого босса, на мирового босса. Учение в песках. Вот, учение в песках 5 раз. Давайте еще раз я покажу. Так, мафия. Заходим. Быстренько к ним. Так, еще раз по компонентам усиления. Вот, смотрите, это первая вкладка, это мы... Вот у меня сейчас основная часть это ВМФ. То есть вот это ВМФ. Они самые, ну, как бы, лидирующие по армиям, по героям. Это я потом еще в следующем видео расскажу. Как, что, чего, почему ВМФ и так далее распишем. Вот, соответственно, вот эти компоненты, они самые сильные, соответственно, я их ставлю сюда. Далее у меня... По значимости это СВ, ВВС это вообще так, поскольку. Почему 3 здесь компонента? Это почему 3 на ВМФ, СВ и ВВС? Потому что если на вас нападут, то у вас будут усиливаться все армии. То есть если у вас будет стоять вот только так, то, соответственно, СВ, ВВС у вас не участвует в битве. Вот. Но вторая вкладка это у меня мы атакуем босса. Заходим. Ну, я сейчас... Мне уже без разницы, кому заходить. То есть, но на вашем уровне всегда проверяйте вот 586, 53 уровень. Я 71, 73 там. Ну, мне вообще сейчас к нему нет смысла заходить, потому что с него, ну, там, ящиков 20 я не дополучу, если зайду, например, вот сюда. Да, так, оп. В 61. В 61, пожалуйста. Ой, достигнут лимит. Ну ладно, не успеем. Так, далее учение в песках. Вы выбрали компоненты для на босса. Почему идем? Что нам нужно на босса? Это 2 крита, усиленное оружие, дополнительный урон и меткость. Если меткость, либо ХП, ОЗ. Окей, дальше. Какие у нас герои? У нас есть герой Мелита. Я ее не прокачивал, но у нее есть особый навык, и вообще ее личный навык. Во время битвы с СВ, светошумовая, она выпускает гранату, короче, условно говоря, она их блочит. То есть во время битвы, именно в учении в песках, нужно использовать вашего максимального ВМФ и Мелиту. Здесь дикий рандом. Все равно, тут то 7-13 выбивает. Вот вы можете посмотреть, мой наибольший урон 37,9, да. То есть 37,9. Ну и как бы бред, конечно, да, то, что сейчас 7 выбило. Хотя у меня уже Нимец прокачан на 4 звезды. Вот, 31. Отлично. Это просто, я не знаю, ребята, если вы в курсе, как тут, что, чего и так далее, я просто здесь, ну, набиваю то, что выбивается, то выбивается. Я даже просто не парюсь. Я ставлю максимальные части, какие могу, и Нимеца ставлю с Мелитой. Так, все. Выбили, смотрите, мы меняем части обратно, потому что есть у нас, оп, беженцы. Ну... У нас есть внутризонные учения, межсезонные и так далее, потому что во внутризонных... Так, ну-ка, кто на меня? А, Мэтбэк, ну да, естественно, он на меня нападает. В внутризонных учениях вы будете получать награды, поэтому чем выше вы продвинетесь, тем лучше. Смотрите, осталось обратный отсчет 47 минут. Я потом расскажу, как во внутризонных учениях можно... скажем так, нормально себе выбивать место. То есть после учения в песках мы обратно выбираем первую вкладку, самую максимальную против, ну, то есть она у нас как на защиту, как на нападение против других командиров. Так, не забываем в банке все то, что нам выпадает, да, забирать. И в магазине предметов я получаю халявные алмазы. То есть я рекламу не смотрю, я захожу в магазин предметов и набиваю себе 20 раз по 15 алмазов. Так. Это количество раз, которое можно
бесплатных алмазов набрать. Так, что у нас тут дальше? Ценные события какие у нас еще? Так, купить предметы за алмазы в магазине. Окей. Заходим в магазин. Банк, магазин предметов. Что здесь покупать? Если у вас задание, покупайте план синтеза рудника. 3 алмаза. Это ерунда, поэтому только его нужно покупать, потому что у вас здесь основное, вот то, что здесь идет в этой игре, золото, оно капает каждую секунду. Соответственно, и по технологиям там важно золото, и чтобы рудники у вас были нормального уровня, то есть золото здесь максимально важно. Так, что у нас дальше по заданиям? Так, все 3 отряда заняты. Помощи золота никого нету, соответственно, выходим. Что у нас там в генштабе? От, бесплатно высший найм. Бесплатный, пожалуйста, можно его выбрать. Эти тоже можно заюзать. Исследовательские навыки тоже все используем. Так, какие задания у нас остались? Здесь выполнено. Все. Гильдия охотников я обычно накапливаю вот эти вот фрагменты, да. Их накапливаю и потом только нажимаю на синтез. Я только потом использую, когда у меня есть энергия, когда нету заданий. То есть это будет где-то часа через 4, через 5, то есть на следующий день даже, наверное. Просто копите эти фрагменты, они никуда не денутся. Потому что сейчас важно выполнять задания, которые вот у вас в событии, да, сильнейший командир, потому что у вас в рейтинге будут, за вот этот рейтинг будут определенные награды. Вот сейчас я там 62 место, ну в топ-50 как бы в идеале мне надо попадать. Ценные события выбираем, тоже здесь вот разберемся потом. Высший найм сегодня. Обычный найм 7 из 10, высший найм. Ну давайте вот высший найм надо еще сделать. Одну мы потратим, ничего страшного. Так, книги есть. Получили сразу, мне надо в Ханнера их. Окей, тут же, то есть у вас в голове что надо делать, да? То есть это, конечно, привычки, но самые быстрые пальцы на Диком Западе, это никто не отменял. Таким вот образом, собственно, вот сейчас мне что нужно делать, это добить вторжение Вархаммера, таинственный остров. Так, заходим на таинственный остров, сбрасываем. Фишку таинственного острова я тоже потом объясню. Сейчас я пока не захожу на него, потому что мне не хватает на полный поход флота. У меня сейчас 60, а мне нужно 68, поэтому, скорее всего, на следующий день я его, соответственно, добью полный поход и в таинственном острове мы состав поменяем. Вот, и, соответственно, его пройдем. Все, всем пока. Будут какие-то вопросы, задавайте. Я надеюсь, это видео вам чем-то помогло. То есть мне хочется сделать реально какое-то комьюнити, чтобы люди делились своими фишками, секретами и так далее. То есть это будет на пользу всем, потому что серверов куча. Я также расскажу для командиров, которые у нас R5, да, находится, кто у нас в R5. Расскажу, как пользоваться значками, какие есть фишки по роботу, по достижениям Альянса. Тоже вам расскажу, как что происходит, как можно с другими командирами там договариваться и так далее. Все это тоже буду рассказывать. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Все, пока.